Всем привет, это Workshop Customs. Перед вами столь желанная и долгожданная реплика пистолета-пулемета «Витязь». Если вдаваться в подробности названия его боевого прародителя, то тут кроется небольшая загадка. Дело в том, что у его боевого брата существует как минимум два исполнения. Это Витязь СН-1901 СБ-2001 и Витязь СН-1901 СБ-2002. В чем между ними разница? Исполнение СБ-2001 имеет крепление по типу ласточкин хвост, но отсутствует планка Пикатини на крышке ствольной коробки. И наоборот, исполнение СБ-2002 имеет планку Пикатини на крышке ствольной коробки, но отсутствует крепление на ласточкин хвост. Если приводить аналогии и говорить о каком-то собирательном образе, то этот пистолет-пулемет что-то среднее между этими двумя исполнениями. То есть это собирательный образ на некий пистолет-пулемет Витязь СН-1901 СБ-2003. Больше я вас не буду грузить историей создания его боевого прародителя, так как вы это все сможете найти в сети самостоятельно. Перейду сразу к сути дела. Почему он долгожданный и почему он желанный? Попробую объяснить. Дело в том, что это первый серийный, наиболее удачный пистолет-пулемет для светлой стороны, то есть для всевозможных реконов российского спецназа ФСБ, МВД и прочих российских спецслужб. Сейчас на рынке представлен как минимум еще один пистолет-пулемет для светлой стороны, это Бизон. Но у него есть свои проблемы с магазинами и развесовкой. Лично для меня это наиболее удачный пистолет-пулемет в АК-серии. Если говорить о габаритах этого пистолета-пулемета, то это что-то среднее между компактными автоматами от НПО и ЛЦТ, таких серий как СР-3 и 9А91, и более длинными его собратьями, как АКСУ, АК-105 серии и АК-74. Из-за более короткого стволика и, соответственно, габаритов, данный пистолет-пулемет наиболее подходит для CQB игр. По своей сути это что-то отдаленно напоминающее немецкий MP5. Если более глобальнее, то это наш ответ этому западному ПП. В свое время я пытался изготовить кастомную реплику этого пистолета-пулемета. Мне даже удалось выйти на техника одного из подразделений полиции, который помог мне снять правильные размеры, а также сделать подробные фотографии. Я даже пытался вести диалог с представителями компании LCT, но в то время они мне сообщили, что не планируют изготовление такого рода пистолетов-пулеметов. В итоге мне все-таки удалось сделать макетную копию, но на базе потрохов овцины. После этого я воодушевился результатами и решил сделать уже полноценный кастом, но на базе от LCT. К концу прошлого года мой кастом был почти полностью готов, за исключением аутентичной крышки ствольной коробки с креплением на прицельную колодку и с планкой Пикатини. К сожалению, меня подвела кастомная мастерская, поэтому мне пришлось его отложить на потом. Но в начале 2016 года в свободную продажу вышел вот этот пистолет-пулемет от компании LCT, поэтому я принял решение закрыть свой проект полностью. Теперь давайте поговорим о комплекте поставки. Привод поставляется вот в такой небольшой коробке. Если вы обратите внимание, коробка полностью покрыта полиграфией со всех сторон. Это очень нетипично для компании LCT, так как обычно она привыкла поставлять нам приводы в обычных безликих серых коробках. На самой коробке есть отсылка к нашему ПП, то есть это ПП-1901, и информация по сертификации этой продукции. Это говорит о том, что это изделие прошло полную процедуру сертификации на территории России. Также в комплекте идет небольшая брошюрка, где есть информация по технике безопасности, а также полная взрыв-схема этого изделия. На данной взрыв-схеме есть информация по наименованию каждой запасной части к этому ПП. Внутри брошюрки есть информация по полной разборке этого пистолета-пулемета. LCT верна своим традициям, поэтому из коробки вы получите минимальную комплектацию. Это сам привод и магазины к нему. То есть никаких допов в виде ремней либо аккумуляторов вы не получите. Плюс, который здесь можно найти, это магазины, так как это не один магазин, а спарка из двух физических магазинов по 50 шаров. Как вы уже знаете, реплика сделана почти полностью из стали.
Исключение составляет пистолетная рукоятка, изготовленная из полимера, полимерное цевье, полимерная накладка газовой трубки, полимерный магазиноприемник, алюминиевая планка Пикатини на крышке ствольной коробки, а также спусковая скоба из силумина. Чтобы это было более нагляднее, у меня есть небольшой магнитик для проверки. Как вы видите, приклад стальной, бодик стальной, крышка стальная, переводчик огня стальной, затвор также стальной, прицельная колодка стальная, колодка мушки стальная, ДТК стальной, прицельная планка стальная, крепление на ласточкин хвост также стальное. Исключение составляет алюминиевая планка Пикатини на крышке ствольной коробки и спусковая скоба из силумина. Как вы видите, это почти полностью стальной привод. В этом плане компания LCT верна своим традициям, за что им большой плюс. Общая длина реплики составляет 730 мм со сложным прикладом 460 мм. Вес с двумя магазинами составляет 3,1 кг. Для сравнения, габариты боевого пистолета-пулемета составляют 705 мм со сложным прикладом 480 мм. Вес без патронов 2,9 кг. Как видно, отличия есть, но они не такие значительные. Тем более надо принять как данность тот факт, что это все-таки Airsoft реплика, а габариты третьего гирбокса и также моторные рамы накладывают свои отпечатки. На этом я хочу закончить. Это была первая часть, это был общий обзор этого пистолета-пулемета. Ранее вы уже должны были видеть ряд обзоров на этот пистолет-пулемет, например, от Ланкастера или ребят из Red Army Airsoft. Но лично для меня осталось очень много вопросов, на которые я хотел бы остановиться во второй части сравнительного обзора этого пистолета-пулемета. Если вам понравилось это видео, если оно для вас было чем-то полезно, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Всем пока!